Привет, друзья! Прежде всего хочу поблагодарить вас за такой живой интерес к моей автоматизации, к моему спруту. Связываю я данный интерес скорее с тем, что моя автоматизация, она не про бизнес, она ближе к автоматизации жизни. То есть она приносит пользу человеку. И будет справедливо, если я буду продолжать в том же духе. То есть я буду освещать, каким образом искусственный интеллект и, так скажем, новые технологии, новые сервисы могут улучшать жизнь человека. Вот здесь наверху как раз можете зайти и посмотреть видео о моем спруте. Оно достаточно объемное, но отражает все, что нужно о его работе. И сегодня я как раз хочу рассказать об одном инструменте, о агенте, о, так скажем, подчиненном, одним из подчиненных моего спрута. Это агент-доктор. Прежде всего хочу сказать, чем я вдохновился при создании как раз своих агентов. То есть у меня был когда-то просто ассистент мой, который общался с инструментами, улучшал какие-то мои процессы. Но я потом обратил внимание, что у GPT в платной версии, когда уже пользовался платной версией, тогда они были только на платных версиях, это GPTs. Кто их помнит, кто, может, пользовался. То есть это такие чатики, вот здесь, то есть маркетолог у меня открыт, да, вы видите, в которых есть возможность загружать какие-то файлы, которыми этот агент пользуется, какие-то инструкции, то есть у него свой промпт, то есть он отвечает, основывая свой ответ на каком-то контексте. Также он в контексте берет именно те данные, которые вы в него заложите. И мне стало очень интересно, как это все работает. И действительно это работало здорово, потому что он реально понимал контекст, он реально отвечал, основываясь на промпте, файлы использовал. Но к тому времени у этих GPTs не было памяти. То есть, когда вы с ним пообщались, закрыли вкладочку, ушли, он уже не понимал, не помнил ничего, что вы ему писали ранее, что он отвечал вам. Сейчас, кстати, к слову говоря, есть возможность запоминать. У чата GPT, да, у всех диалогов появилась память о вас. Есть даже возможность, как здесь, выбрать модель, которую вы будете использовать при общении с GPT. Но, опять же, сейчас эта память есть. Насколько она хороша, никто не знает. Сегодня эта память есть, завтра ее отключат, либо как-то изменят. Вот. И, то есть, неопределенность, да. Но я эти свои агенты создавал еще до того, как появилась эта память. Плюсом у GPT ограниченное количество возможной загрузки в него документов и так далее. Плюс, самое главное, я хотел, чтобы все это работало в одном окне, то есть принцип одного окна и в Telegram. Вот, то есть я не хотел пользоваться приложением OpenAI с телефона, это неудобно, это нужно постоянно переключаться между этими GPT-сами, это вообще неудобно. Вот, то есть и у меня получилась такая система, где я в одно окно, то есть одному своему ассистенту задаю все задачи, и он выполняет не только инструментами их, но и решения находит с помощью своих агентов. То есть это вот кратко я рассказал, почему я в принципе, да, то есть пришел к этой системе. Вот, сразу скажу, у меня нет никакого образования технического, я вообще не технарь, абсолютно никакой. Вообще по образованию я педагог, учитель физической культуры, немножко во втором экономист, поэтому вообще я не айтишник. Мозг у меня гуманитария, и скорее всего вот этот другой творческий подход мне как-то помогает что-то подобное, да, выдумывать какие-то иные пути решения вопроса. Так вот, давайте мы все-таки вернемся к нашему агенту-доктору. Вообще мне 40 лет, и для себя я его сделал исключительно потому, что уже пора. Да? То есть уже пора заботиться о своем здоровье. Данная автоматизация полезна всем, поэтому я обязательно делюсь с вами в телеграм-канале, который внизу в описании будет ссылочка.
обязательно заходите и берите оттуда JSON и инструкцию, каким образом установить, плюс еще дополнительно в промпт будет анкета. Об этом я сейчас все расскажу. Да, давайте для начала я покажу, как эта автоматизация работает и как идет взаимосвязь моего основного ассистента и его агентов на примере доктора. То есть я задаю ему запрос и прошу обратиться к доктору. Обратись, пожалуйста, к доктору и напиши, чем последний раз болела Маруся и как там у нас были обстоятельства и дела, связанные с этим. Нажимаем тест workflow и смотрим. Так, вот пошел у нас запрос. Агент-доктор начинает работу. Здесь агент-доктор, можно видеть, что написано «Готовит ответ». У каждого своего агента я добавил такое техническое сообщение для того, чтобы отслеживать, что Спрут передал запрос моему агенту и что я обязательно дождусь ответ. Вот здесь он мне отвечает, что последний раз у Маруси болела в мае 2025 года, у нее был абсцесс, гнойное воспаление слюнной железы, возникший после вирусной инфекции. Для лечения потребовалось лапароскопическое дренирование. Да, действительно, нам в мае пришлось сделать операцию дочери, потому что вот пошло какое-то осложнение после болезни. Вот, то есть, почему он мне отвечает, основываясь на этом контексте, потому что у него, опять же, есть своя память, у него есть информация вся о нашем здоровье, и по запросу он мне ее выдает через Спрута. Также доктор умеет читать анализы. Вот, допустим, у меня остался анализ крови еще с болезнью у дочери, да? Мы сейчас загружаем сюда его PDF-кой, нажимаем тест workflow, соответственно, будем ждать. Сейчас пойдет вот сюда в верхнюю ветку информация. Здесь техническое сообщение, что обрабатывается файл. И сейчас здесь он транскрибируется, эта PDF-ка, оттуда вынимается текст, который в свою очередь пойдет в Спрут, этот текст, а он должен передать его доктору, потому что он понимает, что это медицинские анализы. Вот, смотрите. Вот, пошел к доктору, да, доктор опять готовит ответ, здесь техническое сообщение написано. Даже пошел в Perplexity, о чем я тоже расскажу чуть позже. У доктора, вот он сейчас ответ переготовил. Так, смотрите. У Маруси Ульяновой 7 лет 6 месяцев выявлены повышенный уровень лейкоцитов. Вот, то есть здесь полностью он смотрит, рассказывает, да, рекомендации пишет и так далее. То есть вот он разобрал полностью ее анализ крови, а далее уже этот файл был сохранен на Google диске, да, то есть эта ветка продолжилась сюда к Google диску и сохранилась вот сюда. Вот, пожалуйста, кровь Маруся, PDF. Да, он читает не только анализы крови, да, он также у меня смотрел анализ УЗИ, да, то есть когда Марусе делали УЗИ как раз шеи, желез этих, вот там была выявлена как раз вот эта вот полость, из-за которой нужно было как раз провести эту операцию. Я ему скидывал также эти фотографии. И он говорил точно так же, как доктор, что это пограничное состояние, то есть она увеличена, то есть это полость, и доктор может решать, делать операцию или нет. Она потребовалась, к сожалению. Так, давайте теперь я покажу workflow с этим агентом. Да? То есть мы сейчас зайдем в него. Вот, выглядит он таким образом. То есть это триггер, который срабатывает от обращения агента. Данные две ноды это я приделал сейчас сюда, чтобы можно было протестировать его еще раз. Да, давайте так скажу сразу. Я не технарь, еще раз повторюсь, да, то есть я не буду рассказывать, как их там подключать, эти ноды, да, то есть как они работают, куда, что. То есть я не хочу, чтобы это видео превращалось вот в этот длинный туториал, да, так скажем, который
вас будет за ручку вести к тому, чтобы у вас появилась самостоятельно вот эта автоматизация, она будет вот в телеграм-канале. Берите, скачивайте и пользуйте. Вот. То есть время на это не будем тратить, потому что и так у меня видео немножечко, так скажем, длинные получаются. Вот. На чем остановились? Дальше идет векторная база, в которую вот сюда вот в доктор, в колоночку, в табличку точнее, заполняется здесь входящее сообщение. А на выходе вот здесь здесь заполняется опять же в эту же табличку исходящее сообщение. Это опять же для того, чтобы этот наш агент-доктор мог записывать наши с ним диалоги и в дальнейшем их использовать. Вот здесь вот, пожалуйста, нода, откуда он как раз вытаскивает эти диалоги для того, чтобы быть в контексте, для того, чтобы помнить о том, что происходило. Так, давайте далее перейдем в версию, которую я вам JSON оставлю в канале, чтобы там объяснить, что вам нужно будет сделать. Так, смотрите, опять же, здесь обычный агент, в котором есть определенный промпт. Вот. Промпт, он написан мною совместно с GPT-3o. Вот. Для написания, кстати, всех промптов я использую 3o плюс Deep Research. Я провожу глубокое исследование темы, допустим, как мне сделать вот такого-то агента, что он должен знать, что должен уметь, каким образом должен общаться и так далее. После чего я вывожу его в более-менее потребный вид. То есть промпт написать это тоже нужно уметь. Вот. Самостоятельно писать я так не делаю, да, то есть я его лишь корректирую впоследствии. Вот. А вообще, да, GPT-3o помогает мне очень хорошо писать эти промпты. Вот. Что здесь нужно будет сделать? Вот здесь вот внутри промпта я указал здесь, да, тут вставьте данные из анкеты по здоровью семьи, переведите на английский язык в Markdown. То есть вся информация обо мне, о супруге, о ребенке была мною сюда в этот промпт вставлена, исходя из ответов анкеты. То есть я также провел исследование и уточнил, что нужно знать доктору для того, чтобы он отвечал качественно, бла-бла-бла. То есть вся информация, которая и моему доктору понадобится, выдай мне, пожалуйста, вопросы для того, чтобы я мог на них ответить, и мой доктор, беря в контексте промпта информацию обо мне, мог отвечать грамотно и профессионально на все вопросы касаемо моего здоровья. Да? То есть вот здесь вот есть вопросики, да, на которые мы отвечали каждый. Вот, и я впоследствии это все ответы, там, кратко, да, питание, ответ, там, физическая активность, ответ. То есть потом это все убираете, оставляете только основной вопрос и ответ. И переводите на английский язык и вставляете в этот промпт. То есть он будет впоследствии, исходя из ваших ответов, вот этих, да, то есть сколько здесь вопросов, 36 вопросов, вот, готовить качественный ответ. Вот, то есть здесь немножко нужно потрудиться, грамотно ответить на все вопросы, чтобы впоследствии он их хорошо воспринял. То есть сюда вам нужно будет только добавить в промпт эти ответы. Вот. Далее, в принципе, тут рассказывать особо не о чем, кроме одного момента. Смотрите, вот здесь вот есть у доктора, также в промпте, опять же, это указано, что есть у него определенные инструменты, такие как Тевели и мозги, соответственно, да, то есть если ему нужно будет подумать, он туда зайдет, посмотрит. Опять же, в промпте указано, что он должен пользоваться вот этой базой Supabase векторной, для того, чтобы контекст диалогов иметь у себя. И интересная вот эта вот нода, это тот же самый инструмент,
тот же самый инструмент, как и агенты, которые имеются не только у агента доктора, он также имеется и у основного ассистента Спрута. То есть я могу впоследствии к каждому своему агенту брать, как из конструктора, инструмент от Спрута, да, то есть я могу зайти сюда, вот основной доктор мой, вот в Спруте, да, то есть я могу отсюда отстегнуть, допустим, какого-нибудь, там, не знаю, психолога, да, отстегнул я отсюда психолога, он у меня также является одним из участников вот этого workflow, зашел в доктора, пристегнул его сюда дополнительно, да, психолога, подвел его сюда, вот, грубо говоря, соединил его, и все. И у меня есть возможность, прописав это все в промпте у моего агента, что помимо того, что ты доктор, у тебя есть возможность обратиться к инструменту психолог и задать ему какой-то вопрос. Если вдруг я спрашиваю не только о физическом своем здоровье, да, там, а еще я интересуюсь и психологическим своим здоровьем, еще что-нибудь. Вот, то есть я к чему это говорю? К тому, что все вот эти взаимосвязи, все вот эти агенты, основной ассистент, это лишь конструктор, которым вы можете пользоваться так, как захотите. То есть, имея творческий подход, можно крутить этим как угодно. То есть, более того, в одном агенте, то есть вы обращаетесь в третий агент, с третьего вы обращаетесь в четвертый. То есть здесь можно нагородить очень много интересного. Вот. Опять же, основная сложность в этом всем – это сложность выстроить логику вот этих взаимосвязей в промпте. То есть это основное. То есть если вы научитесь качественно, круто писать промпты, для вас не будет никакой сложности соединить, так скажем, несоединяемое, да? Вот. Мне там задавали вопросы, там что-то там у тебя вот эта вся система сложная, там большая, там у тебя что-то там рухнет, там что-то сломается, там что-то у тебя вот типа это плохо все, ничего не работает, слишком громоздкая система, там что-то там произойдет. Вот. Ну вот жду, пока что-то рухнет, я не знаю. И по мне так надо просто подключить логику и творчество. Да? То есть подключили логику, поняли, как все взаимосвязано, поняли, как все это друг за дружку цепляется, поняли, что есть информация на входе, ее можно каким-то образом там обработать и выпустить на выход. То есть все, то есть здесь элементарно. Каждая нода это вход и выход. То есть вы взяли вход, соединили выход с другим входом, то есть все, и у вас получилась какая-то система. То есть также это все работает. То есть вы можете создать своего одного агента, да, какого-то, вот на примере вот этого, да, потом взяли его, скопировали, назвали его, не знаю, там, не доктором, а геодезистом каким-нибудь, да, написали для него промпт, тулом сюда присоединили его, да, то есть вот этим, да, то есть также создали workflow, скопировали его туда, этого геодезиста, прописали промпт, здесь вы его соединили вот сюда, вот этого геодезиста к доктору, и все, и у вас получилось так, что у вас доктор имеет в подчинении геодезиста. То есть тут все только лишь в гибкости и творчестве, опять повторюсь. Как-то так. Так, да, смотрите еще. То есть вот эта векторная база, вот здесь видите написано доктор, она также находится одной из табличек вот здесь вот в Supabase, да, то есть здесь хранится вся информация о нашей с ним переписке. Вот, то есть он берет отсюда эту информацию. То есть когда я доктора спрашиваю, он имеет, так скажем, право
исходя из записи в его инструкции, что он может заходить и пользоваться данной табличкой. Опять же, поиск идет у него по семантике, то есть не по ключевым словам в векторной базе происходит поиск у любого агента, а по семантике, то есть по смыслу. То есть если вы написали там кашель, он может найти ангину или что-нибудь еще, да, то есть, ну, это образно, то есть как пример. Вот, что еще вам сказать? Давайте мы попробуем ему что-нибудь, допустим, что-то написать. Вот эта нода, она отвечает для того, чтобы я мог, так скажем, в чате просто писать, для того, чтобы не напрягать пока нашего спрута, чтобы прямо здесь быстро получить ответ. Так, то есть смотрите, инструмент вот этот Perplexity, для чего нужно? Да? Допустим, если я ему какой-то вопрос пишу, который нету ни в базе, ни в промпте, то есть неоткуда его взять, допустим, какие последние исследования в области мозга, допустим, были, да? То есть ему неоткуда взять этот ответ, и он сейчас пойдет в инструмент вот сюда Perplexity, как видите, да? То есть он вынужден пользоваться этим инструментом для того, чтобы каким-то образом мне дать правильный ответ, чтобы не выдумывать, так скажем, да? То есть выдумывать нельзя, тем более доктору. В промпте там должно быть прописано, чтобы он не выдумывал. Да, пока он отвечает, я еще вам кое-что скажу. Вообще не все LLM-ки, скажу сразу, не все LLM-ки вообще отвечают на вопросы о здоровье. То есть это, я не считаю, что это типа неэтично. То есть чтобы вы там ничего не натворили с собой, да, не выпили там что-то такое неправильного лекарства. Вот, то есть предупреждаю сразу, что на 100% не нужно доверять в любом случае искусственному интеллекту, там, доверяй, но проверяй. То есть можно что-то проверить. Вот вы получили анализ, там, отдали доктору, пусть там доктор посмотрит, вы еще дополнительно, ну как я это делаю, да, я еще дополнительно что-то проверю. Если это касаемо каких-то простых вопросов, там, то можно, в принципе, доверять, но то есть осторожно с этим. Вот, соответственно, для того, чтобы у нас все работало, у нас тут опять GPT-4 mini, мой любимый, подключен с большим контекстом на всякий случай. Вот, то есть GPT-шка, OpenAI, они работают нормально с вопросами, касаемыми здоровья. То есть доктор, как доктор, они отвечают. Вот, тут мы видим, получили ответ, да, то есть от Perplexity, то есть доктор совместно с Perplexity нам подготовил ответ. Вот, если же мы будем писать что-нибудь, ну, там, связанное с тем, что он знает, с контекстом наших диалогов, да, допустим, когда была операция у Маруси. Вот так, допустим, да? Когда была операция у Маруси. В данном случае он, по идее, должен посмотреть вот здесь, в своей векторной базе. Так, он сейчас не посмотрел, потому что я недавно его об этом спрашивал, и он вытащил его из памяти, из этой, с краткосрочной. Вот, чтобы еще такого другого тогда спросить. Расскажи всю историю, да, болезни Маруси. Пусть он так поковыряет. То есть расскажи всю историю болезни, я попросил. Ну вот видите, да, сейчас он зашел в эту базу наших диалогов, потому что мы с ним об этой болезни рассуждали, часто беседовали, и, соответственно, вытянул оттуда информацию. Как он вытянул, можно посмотреть. История болезни в Руси, 7 лет, т.т. И вот пошли вот эти вот кусочки текста, которые он обрабатывает по семантике и вытаскивает оттуда всю информацию. Вот они. То есть, как это все было. Понимаю вашу заботу и желание иметь полную картину здоровья, истории болезни. Важно знать, что для правильного ухода и наблюдения, так объяснения. Вот краткая полезная история болезни. Возраст 7 лет, учится в 1 классе, тра-та-та. В анамнезе госпитализация
в 2 года пневмония. То, что у нее было, там даже он что-то написал. То есть он полностью все взял, короче, всю информацию. Ну и вот и относительно этой болячки с операцией тоже здесь все это есть. То есть понятно, да, то есть как работает вот эта память. То есть что мы из этого можем получить? То есть, да все, то есть здесь вся информация о здоровье хранится здесь. То есть не нужно иметь на руках вот эти вот совдеповские, знаете ли, вот эти толстые книжки, то есть которые бабушки там сгоняются за ними в поликлиниках, да, то есть здесь вся информация плотненько собрана обо мне, супруге, дочке. То есть это вся история, полная история болезней, полная история каких-то там, не знаю, простуд и так далее. Да? То есть если нужно, допустим, уточнить, что когда-то у ребенка было, там, болел ли он там ветрянкой когда-то, иной раз родители как бы не знают вообще, болел ли, забывают вообще все. Здесь отсюда уже никуда ничего не уйдет. То есть этот всегда инструмент с векторной памятью, он всегда при вас. Плюс, опять же, персонализированность, это мое любимое, она как раз достигается путем наличия у спрута в промпте информации о нашем здоровье. То есть это тоже круто, это вся информация, ну, допустим, вот как пример, не дай бог, да, не дай бог, человек попадает в больницу, и врач у него спрашивает, там, да, то есть, а человек, там, не знаю, мама или кто-то там в шоке, ничего не понимает, врач спрашивает, а есть ли у вашего ребенка аллергия на какие-то препараты? Мать ничего не может сказать, там, типа, все, она в шоке, да, то есть, а тут ввел, допустим, здесь есть ли аллергия, да, на какой-то препарат, а у него есть информация об этом, да, то есть он вытащил ее, да, на такие-то лекарства есть аллергия. Все, то есть, ну вот это польза, которую несет данный инструмент, она, я считаю, очень огромная, и поэтому я всех призываю себе такого агента сделать и пользоваться. И чем больше вы пользуетесь своими агентами, особенно такими, да, с памятью, тем круче они работают на самом деле, тем больше у них контекст, тем они лучше вас знают, тем больше вы сможете из них потом вытащить информации, которую можно применять, ну, масса способов, да. Вот, то есть такие вот у меня сегодня вещи для вас приготовлены были. Если вам понравилось, вы, пожалуйста, мне напишите об этом. Или что-то не понравилось, тоже, пожалуйста, пишите. Потому что критика, она в любом случае улучшает качество. Вот, то есть что-то может, кто знает, что можно улучшить. Да? Может, кто-то что-то сам тоже делает, тоже может что-то посоветовать. Вообще, я призываю всех пытаться что-то делать самостоятельно и тоже выкладывать в интернет для того, чтобы развивалась, так скажем, эта ниша, да, то есть особенно не для бизнеса, я считаю. Особенно давайте как-то, не знаю, что-то вместе делать для того, чтобы человек с ИИ получал что-то хорошее, да, то есть вот это важно. Вот, то есть, если будет желание, подпишитесь на канал. Следующий агент, обзор следующего агента выйдет, скорее всего, в выходные. Вот, поэтому, подписавшись, вы не пропустите. И последнее, что хотел спросить, может быть, кто-то из моих подписчиков, либо кто-то, кто смотрит мое видео, знает, как это сделать, потому что я почему-то никак не могу понять, как это сделать. У меня есть идея каким-то образом людям с инвалидностью по зрению, да, слепым совсем людям, да, сделать вот такого агента, но с возможностью сразу же с одной кнопки заходить
не просто в диалог, как у меня, да, то есть я нажимаю кнопку на айфоне, да, я захожу в диалог со своим спрутом. В данном же случае нужно, чтобы с одной кнопки, может, какое-то есть стороннее приложение, вот я не могу понять, может его написать, как кто-то может помочь мне. Вот, то есть с одной кнопки, чтобы сразу можно было диктовать запись. То есть я нажимаю кнопку, и я диктую запрос моему ассистенту спруту, да, то есть я надиктовал этот запрос, получил, и сказав, чтобы он мне ответил голосом, а у меня эта возможность есть, да, у моего ассистента, он мне подготавливает ответ голосом. То есть тем самым мы можем быть полезны и качество жизни людей с ограниченными возможностями улучшить. Поэтому будьте добры, кто знает, как решить мне вот такой вот вопрос, напишите, пожалуйста, где-нибудь, можете в комментариях, можете в личные сообщения через Telegram. Буду очень вам признателен и сделаем что-то полезное вместе. Вот, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что был чем-то вам полезен. Вот, пишите, подписывайтесь. Всего доброго. Пока.